Всем привет! Я начинаю играть в Morrowind, сборку Full Rest Repack. Недавно там были стримы на сервере Eternal World. Я решил перенести прохождение в сингл, поскольку в онлайн-сервере не присутствует дополнение Трибунала Blood Moon, а некоторые квесты не предполагается возможно выполнить, поскольку завязанные квесты на конкретных NPC удается выполнить только после рестарта, поскольку если этот NPC с квестовым предметом убивается, соответственно, пройти квест вам не представляется возможным, и вы должны ждать ресета именно 18 часов по вечеру, либо 4 часа утра по Москве. Собственно, 18 часов по МСК вечером точно так же. Поэтому сингл я решил перенести в сборку Full Rest Repack на движке OpenMV. В принципе, это все довольно-таки достаточно для меня в первую очередь интересно, поскольку здесь присутствует общая опция случайного старта, которую я буду использовать в прохождении. Первое прохождение я буду делать полным достаточно, то есть зачитывать все возможные квесты, диалоги, записки, все возможные элементы, так сказать. При втором и последующем прохождениям, если таковые будут, я буду уже использовать опцию одинарного сохранения. То есть, если персонаж будет погибать, то я буду создавать нового, но это еще то ли еще будет, если будет. В общем, неизвестно еще. В общем, нужно еще закончить первое прохождение. В принципе, эпизодики я буду записывать короткие, длительностью 20-25 минут, чтобы не сильно их не перегружать и иметь возможность каждому посмотреть в любое удобное время. Что еще можно сказать? Модами дополнительными сборка не нагружена, и разве что я сделал свой собственный мод. Я поставил NPC в сейданин торговца, у которого 750 тысяч золота, но там у него выкрученные навыки торговли. То есть торговать он будет с значительным убытком для меня. Это сделано специально для того, чтобы мне не пришлось искать торговцев в случае, если я захочу продать какие-то доэдические вещи или прочие зачарованные предметы, найденные в процессе игры. Вот. Это, наверное, единственный мод, который я самолично сюда поставил и буду его использовать. Собственно, это, наверное, все. На этом прелюдия наши закончились. Давайте начинать тогда игру. Они забрали тебя из столичной тюрьмы. Сначала везли в карете, а теперь в лодке. На восток, в Морроу. Не бойся, я слежу за тобой. Ты был избран. Проснись. Почему ты дрожишь? Ты в порядке? Проснись. Добро пожаловать, дорогой игрок. Прежде чем выбрать, каким образом начнется ваша история в этом замечательном мире, классическим образом либо шейным, вы можете определить некоторые настройки игры одним из 3 способов. Первый способ начать играть в максимально оригинальную игру, в которой будет сугубо исправление ошибок, дополнение и детализация игрового мира, не влияющая на геймплей. Будут попадаться новые вещи, например, ингредиенты или открытая версия знакомого шлема, но не будет новых квестов, некоторых игровых персонажей и многих других механик игры, например, динамической регенерации магии. Второй способ подразумевает дополнительно к первому новый дополнительный контент, который максимально прописан в рамках лора и не идет с ним вразрез. Третий способ позволит вам подключить полностью весь игровой контент данного проекта. Вы можете сыграть во все новые квесты, посетить многочисленные новые локации, создавать вещи, которые нельзя получить обычным игровым путем. Второй и третий способы позволяют настроить многие игровые моменты по своему собственному желанию, что дает игроку возможность максимально подогнать проект под свои собственные интересы.
Но при этом такая настройка возможна, но не обязательно. Мы выбираем третий вариант, будем играть со всем новым контентом проекта. Вы выбрали игру со всем новым контентом, который присутствует в сборке. Вы также можете настроить многие аспекты игры из этого игрового меню по своему собственному усмотрению. Как только закончите настройку, нажмите топик статус опций, чтобы проверить выбранные параметры. Ну а когда все будет готово, необходимо нажать начало игры, чтобы выбрать способ, которым вы хотите начать игру, будь то классический старт, либо альтернативный. Время. Время я, наверное, поставлю 1 к 10. Чуть-чуть замедлим время. Квесты, локации. Квесты. Ну, это мы трогать, наверное, не будем. Оружие скородила тоже. Путники присутствуют. Регенерацию магии оставим пассивную от силы воли зависящую. Ретроспективное здоровье оставим оригинальный. Сложность в бою поставим тяжелую. Создание предметов оставим. Статус опций посмотрим еще раз. Крафт предметов активен. Ход время 1 к 10. Здоровье по оригинальной формуле. Путники есть. Трудная сложность. Пассивная регенерация магии активна. Оружие будет попадаться. Подземелья присутствуют. Все новые локации присутствуют. Двемерский комплекс. И квесты подключены. Начало игры. Как вы хотите начать свою историю? Классический СРТГ позволит вам традиционно начать игру на корабле. Альтернативный старт позволит вам выбрать другие варианты начала игры, включая возможность детальной кастомизации персонажа при желании. Ну и нам предупреждают, что нужно выбирать якобы внимательно, потому что мы вернуться к настройкам не сможем. Но, как я уже и говорил ранее, я выберу случайный старт. То есть из альтернативного. Имя Челысич. Так, кем я хочу играть? Так, ну аргнианин. Я точно хочу использовать древковое оружие в этой игре. Вот. Но от магии я бы тоже не отказался. Прежде всего, я бы хотел попробовать что-то в районе типа некромантии. То есть колдовство плюс зачарование хотел бы попробовать. То есть в таком случае нам придется выбирать бретонца, скорее всего, просто за счет того, что сопротивление магии 50%. Если брать исключительно магический класс, то это Альтмер. Но у него уязвимость к магии. В абсолюте, можно сказать. Хорошо, давайте Альтмера попробуем. О, пусть такое будет. Самое то. О! Нормально. Так. Если мы играем за магический класс, то, в принципе, можно было бы... Так, ну давайте удачу, наверное, точно поставим. Это 100%. Что я бы хотел. А вот дальше под вопросом. Это либо интеллект, либо выносливость, которая даст мне плюс 1 хп за каждый следующий уровень. Плюс еще вопрос в том, буду ли я использовать здесь прокачку 5.5.1 или 5.5.5. Конечно, можно было бы, и даже, наверное, нужно будет. Но посмотрим. Но мне бы, наверное, хотелось взять выносливость, хотя сила тоже ничего, поскольку она дает мне переносимый вес. На старте игры тоже, в принципе, плюс-минус важно.
Возьму выносливость. Так, я точно из оружия буду использовать древковое. И точно хочу использовать что-то из длинных клинков. Чтобы потом иметь возможность использовать щиты. Либо взять секиры. Пусть будут секиры. Сюда мы ставим тогда колдовство и зачарование. Что? Так, это я пока ставлю. Сюда я точно поставлю алхимию. Так, сюда мы точно можем поставить еще акробатику. Атлетика, не знаю, атлетика, наверное, вряд ли. Хотя акробатика тоже так себе смотрится, но просто чтобы силу качать. Иметь возможность какую-то силу прокачивать. Раз уж мы взяли магический класс, то, скорее всего, еще один навык должен быть точно магическим. Тут я поставлю средние доспехи. Потом я их где-нибудь да точно подпрокачаю. На старте это вряд ли получится сделать. Восстановление возьму. Так, и... Так, алхимия тут, средние доспехи. Акробатика, да. Как будто бы надо. Но опять же, как будто бы. Не обязательно. Потому что в таком случае, может быть, проще взять изменения. Там есть прыжок. Там есть прыжок. Такой довольно-таки интересное заклинание. Защита, в принципе, да. Но использовать я сейчас ее не буду. Акробатика, да. Что тут еще можно взять? Торговлю качать тяжело, нелегко. Красноречие, в принципе... В принципе, легко, но как бы и не очень-то и хочется. Возьмем сюда восстановление. А за место защиты тоже возьмем что-то с силой воли. Например, разрушение. Так, класс будет как называться. Так. Да, но поскольку у нас все-таки большинство навыков магия, возьмем мага. Пусть у нас это будет. Некромант, навильник. %50 отражения, либо 50% поглощения заклинаний. В принципе, можно взять воина, так сказать, усилить наш ближний потенциал, плюс сила даст нам 100 переносимого веса на старте игры. Это нам точно не подходит. Ну, есть, конечно, фея, но тут так. Есть подмастерье, но уязвимость магии 100. Если мы возьмем ее, у нас будет уязвимость магии 150%. Возьму я воина. Ну, в
в принципе, древковая секира 30, колдовство 40, зачарование 45, что приятно. Изменение 40, алхимия 30, акробатика 15, разрушение 30, восстановление 20, средние доспехи 15. Магия 125. Окей. Приступаем к настройке. Нужно выбрать один из 3 путей для альтернативного старта. В общем-то, можно либо настроить, либо быстрый старт, либо случайный настраиваемый. Что мы, наверное, и будем делать. Поехали. Вы являетесь членом фракции Гильдия Воров, ваш компаньон-воин. Мы появились в Пелагиаде, в форте Пелагиад. В принципе, не так далеко нас и отбросило. Да. Подумайте о путешествиях. Уровень 1. Хотите еще раз подумать? Нет, не хотите. Какими навыками владеешь? Дробящее оружие и тяжелая броня. Переносимый вес 310. Поехали. Так, у нас есть 2 камня в душ маленьких. Есть 3 зелья. Записка. Я получил известие о вашем прибытии на Вандерфелл. Чтобы узнать больше, возьмите документ об освобождении и получите пакет в офисе имперской канцелярии в городе, известном как Сейданин. После того, как вы получите пакет, найдите человека по имени Кай Касадос в соседнем городе Балмора и отдайте пакет ему. Следуйте его инструкциям. Уничтожьте данное сообщение по своему усмотрению. Ну, будем считать, что уничтожил. Так, ну нам, в общем-то, нужно что? Нам нужно понять, откуда нам взять первые деньги. Для этого, в принципе, мы можем... Ой-ой-ой-ой. Стражники падают со стен. Можем, в принципе, полазить по домам. Вот что я думаю. Так сказать, осмотреться. В принципе, тут мы можем все пособирать. Оу. Да? Все, уходим. Продолжайте. Так, посмотрим, что здесь. Путь паломника. В принципе, можем взять все, что угодно. Вот 2 монетки. Продолжайте. Да что тебе нужно-то? О. Вот это нам надо. Только ему бы уйти отсюда. Ага. Все. Давайте послушаем. Славно. Так, мне бы пройти. Заберем блюдечко. Да? Так. Немножко вот так. Ага. Да? Старый неиспользуемый колодец. Сколько я тут живу и не припоминал, чтобы его открывали. Спроси Франу Ледром, она может тебе что-нибудь рассказать о нем. Так, вопрос, если у тебя что-нибудь возьму. На помощь! Стража! Вор! Ему все равно. Твоя последняя кража. Ну, в таком случае, извините. Держите его!
Держите его! Держу, держу. Это твоя последняя кража. Держите его! Это твоя последняя ошибка, вор. М? Держите его! До свидания. В принципе, вот это вот цветочки мы тоже можем пособирать. Добрый день. Хватит, воришка. Книжка за 400. Проклятый воришка. Проклятый воришка. Хватит, воришка. О, камень душ. Хватит, воришка. Это нам надо. Хватит, воришка. Так, что тут у нас? Сундук закрытый. Колечко. Молоток. Так. Ага. Опа. Я разберусь с тобой, воришка. Две баночки по 35, Тебе бутылка за 30. Так, здесь у нас еще есть поля. Поля соленого риса. Ага. Это они только на серваке, на серваке есть. Тут их нет, понятно. Я чувствую, что за мной кто-то наблюдает. Так, сейчас посмотрим, что у нас на той стороне. Ну, что мне нравится, вот на этом движке NPC вроде как умные, они могут находить путь достаточно легко до вашего персонажа, и это приятно. Так, здесь у нас более вроде как ничего нет, да? Так, тут не пройти. Тут еще какой-то дом стоит. Ага. Не скрыться. Вар! Нет! Вар! Тебе не скрыться. Тебе не скрыться. Почему ты? Почему ты? Ну, а кому еще-то, правильно? Тебе не скрыться. Так, подвальчик. Книжечки. Булава. Нам не подходит, правда, но сотельную стоит. Так, берем. Берем. О, как. Так. Сейчас еще полазим по домикам. Заперт. Ну, в принципе, вроде бы как и все. Ну, на этом я заканчиваю нашу первую вступительную серию. Дальше мы начнем уже с продажи всего добытого хлама и пойдем в Сейданин за бумагами. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.